looks like that. And what is this mixing foam flash is basically EPDM membrane which is not vulcanized. This was not in the autoclave, this was not in the oven. So it means that the membrane is not so elastic, it won't come back. So if you will stretch this, it stays like that. And it's a mix of non-vulcanized EPDM and exactly the quicksand tape, the same quicksand tape which is laminated on the bottom of the product. So when you apply it with primer, so with this product you can make inside corner, outside main corner, pipe penetrations, all kind of details that is required to be flashed. Мы узнали, как склеить два кусочка мембраны, но на этом аксессуары не заканчиваются. Есть еще фон флэш, называется этот аксессуар. Мы точно так же его сохранили в своих прайсах, названиях, преследуют те же названия. Праймер, сплайс тейп и фон флэш. Надеюсь, вы тоже приветствуете. Это не вулканизированная мембрана, то есть она не была в печи, она не вулканизировалась, поэтому у нее, как вы говорили перед этим, нет памяти. Да? То есть она не вернется в свое прошлое состояние, она приклеится, склеится. Этот аксессуар используется для внешних, внутренних углов, для приклеивания мембраны к трубопроводам различных. То есть для всех сложных каких-то соединений используется этот аксессуар. Он идет в таких рулонах. If we can have a look here, you see that on these two sides there is an extension of the quicksand tape which is laminated on the bottom. You see, there is these two lines. This is this tape. When I cut this, I don't see this tape anymore. So that's why I need to use this product, what we call a lapsion, to protect all the cut edges of this quicksand foam. Вы можете видеть, что по краям она немножечко ламинированные края этого аксессуара, который опять-таки используется для различных углов. Это стопроцентная гидроизоляция. Но если мы вырезаем ее, то с этой стороны мы теряем уже вот эту ламинацию. Поэтому есть еще дополнительный аксессуар. Это лапсилант, он называется, для гидроизоляции различных углов. Вы тоже увидите, как мы будем его использовать. Мы должны заламинировать все концы, чтобы срок эксплуатации нашего водоема был все-таки 50 лет, как надо. Okay, and one more product which I would like to show you, we call it an SA flashing. SA flashing, еще один аксессуар, очень классный, очень легкий в использовании. У него есть только один недостаток. So, он сумасшедший дорогой. Very heavy. The thing is, I will cover this. Okay? In principle, there's the same logic like quicksand foam flash. As you can see, there is a membrane and the tape laminated on the bottom. The only difference is that this membrane is vulcanized. So if you will stretch this, it comes back. So this one is perfectly to use for repairs. So if you are working on the phone, can you imagine 940 square meters and you forget your mobile phone inside of the membrane, so you need to cut it somewhere, or otherwise you need to remove all these 940 square meters. So you cut it, take your mobile and put this back. Этот материал очень похож на форм флэш, точно так же нанесен на бумагу, здесь это клеенка. Единственное его отличие это то, что он уже вулканизирован. Основное место применения этого материала это ремонт. Когда пошутил, что когда вы уложили мембрану 400 квадратов и там под мембраной где-то забыли свой телефон, что вам нужно сделать? Вам нужно сделать отверстие, достать телефон и дальше отремонтировать эту мембрану. Очень часто применяется, это действительно хороший качественный материал, не рекомендую на нем экономить, потому что, как мы видим, в процессе эксплуатации кто-то наступил, кто-то порезал пленку ножницами. То есть очень важно, чтобы ваши монтажники признались в этом. Слишком дорого потом будет обнаружить, где в процессе монтажа было что нарушено. Then we have one more product here. Normally when you are working with your garden foams and you're just digging the hole in the ground, you don't have any concrete walls or something, so you don't need to glue the membrane. But in case you're going to make
for example, those natural swimming ponds or any kind of ponds where you have a concrete wall or you need to bond the membrane, then in that case we have a neoprene-based bonding adhesive, which is a contact glue. So it means that you have to apply the glue on the membrane and on the wall. You let it dry. As soon as it dries, you make this connection. В большинстве случаев, когда мы делаем декоративные водоемы какие-то, у нас есть просто правильно вырытая яма, основание под водоем. Мы просто выкладываем на геотекстиль нашу мембрану. Но есть какие-то другие, более сложные, где озера делаются, или плавательные водоемы, где нам нужно бетонировать основание, где мы хотим правильную форму получить. В таком случае мембрана уже не просто выкладывается, она действительно приклеивается. Она приклеивается к бетону, к дереву, ко всем поверхностям. Благодаря вот этому клею, называется bonding adhesive, контактный клей, он намазывается и на поверхность, к которой приклеиваем, и на мембрану. Ждем, пока он высыхает, после этого приклеиваем. Concrete can be glue, can be wood, can be stones, can be plastic, can be... But with plastic, you can make fantastic connection of EPDM on glass, for example. But in that case, what we do, we make connection, we go with our membrane, we prime it, we use quicksil tape, and we can tape our membrane by using this product on the plastic, metal, glass. Very nice connection on glass. And especially we have few examples in Poland where they make aquariums. Inside aquariums, and we have a glass, and the connection was made like this with quicksil tape and EPDM. Not on glass, no. On glass you have to make a connection EPDM with this slicing. Bonding adhesive используется для приклеивания мембраны к бетону, дереву, пластику, к чему угодно. Но был опыт, и опять-таки Мартин говорит о том, что в Польше даже использовалась мембрана, приклеивалась в аквариуме. Но здесь уже приклеивание идет при помощи праймера и ленты. Другой способ. Но это уникальный случай, частный. So then we will go to installation and details. So maybe this can be also interesting part from this presentation where you're gonna see how all these things are made in reality. All right. So first of all, very important is compaction of your pond and make sufficient embankment. Теперь мы перейдем, покажем несколько слайдов буквально о том, как же монтируется, как же выглядит укладка пленки в реальности на самом деле. Переходим к первому элементу. В первую очередь, что нужно делать после того, как у вас вырыты уже основания, форма правильная принята, это трамбовка. Это очень важный процесс, этап в инсталляции мембраны. Then, very important is also that you have that the ground, as I said, is sufficiently compacted, and you don't have erosion of your soil under the membrane. Maybe you don't see it very well on those pictures over there, but what is here, this is the membrane which is wrinkled, and there is like a soil, missing the soil under the membrane, so it has been eroded. There was erosion of the soil underneath. With the hydrostatic pressure of water, so EPDM copied all the stones and everything what is inside, and that's why this has been created. This is of course what we don't want to see. На этой фотографии показан процесс эрозии грунтов произошла под мембраной. И, соответственно, под давлением воды, большого количества воды, мембрана приняла форму всех вот этих выпуклостей, впадин, то есть где-то грунт ушел, где-то он остался, и мембрана приняла вот эту вот всю неправильную форму. И вы все about проектирование какого-либо водоема необходимо делать геологические изыскания, необходимо знать, что там находится. Рекомендуется, если есть в этом необходимость, сделать дренаж. Газовый дренаж и дренаж воды, вот в частности здесь на картинке показана просто крошка, просто галька насыпана. Возможно, в каких-то местах, где действительно высокий уровень воды, это даже необходимо будет бетонировать основание, то есть
just an example what you can do. There are thousands of ways how to terminate the membrane. We have also the system Ecolab. Do you know Ecolab? No. System. It's a system basically where you install a bar around all your pond and you hide the EPDM so much that it's impossible to see it, and you make exactly the connection between the water and the grass, for example. So this is what is also popular. This is one of the ways how to permeate the membrane. The only criteria that we have is like the dimensions of your anchoring trench, where we say that it must be minimum 40 by 40 centimeters, and this is minimum half meter from the top of the embankment. But the way how you anchor the membrane, otherwise if you put some concrete blocks on it, so this can be up to you. Один из примеров закрепления мембраны, закрепления краев мембраны. Это просто как пример, один из миллиона тысяч случаев. В данном случае это траншея. Мы рекомендуем, что она не должна быть меньше, чем 40 на 40 сантиметров. И вот этот вот момент выпускания ее наружу не должен быть меньше, чем 50 сантиметров. Это один из способов. Есть еще в наборе у Firestone'ов, их аксессуаров различных, есть такой продукт, как Ecolab. Ecolab. Это такая пластиковая штука, которая служит для того, чтобы сделать идеальное соприкосновение, там, допустим, газона с водной гладью. То есть у вас газон будет подходить под водную гладь. Она закрывает мембрану под себя и создается такое идеальное соприкосновение. Да? То есть, но в таком монтаже есть нюансы, как гасить этот газон. Он будет попадать в водоем, что это тоже плохо для водоема, это раз. И во-вторых, газонокосилкой вы не найдете ни Пускай водолазы газонокосильщика, постригают который ножицами. вырежет вам идеально. То есть однозначно повреждения